небесные, это же не революция в полном смысле этого слова. Варвары, и в особенности их молодое поколение, набросились на мои поместья, на плоды моего многолетнего труда, и за 3 дня все разрушили. Нет женских имен в Симбирске, более известных, чем имя Екатерины Перси Френч. Но несмотря на это, ее личность окутана тайнами, загадками, мистикой. Стоит только заглянуть в прошлое, как перед нами предстанет интереснейшая история ее биографии. Да, она была очень сильной женщиной. Насколько я читала все больше и больше ее письма и переводила их также из французского. Иногда я любила ее, иногда ненавидела, иногда я думала: ох, ты эгоистичная маленькая девчонка. Но в итоге я переживала за нее и уважала ее. С приходом революции жизнь в России круто изменилась. Свержение самодержавия привело к полной анархии в стране. Обезумевшие от полной вседозволенности крестьяне крушили, ломали и сжигали все, что попадалось под руку, а под руку попадались барские дома. Сами же дворяне в страхе старались спешно покинуть страну, эмигрировав за рубеж. Но одной из немногих дворянок, решивших остаться в Симбирске и переждать тяжелое время, была английская верноподданная Екатерина Максимилиановна Перси Френч. Около 100 лет назад в этом доме кипела жизнь. Хозяева усадьбы, князья Скребицкие, зачастую принимали у себя гостей, а самым желанным гостем в их доме была племянница Катя. И для нее поездки в Теренгу с Ремфельдом были такой вот отдушиной, временем отдыха, от дел, от забот. Она очень любила вот своего этого дядю Класса Карловича, сохранилась их переписка в нашем Ульяновском областном государственном архиве. Это очень теплые, очень нежные письма, и видно, что она часто бывает в Теренге. Екатерина Перси Френч была единственной наследницей прямых родственников Скребицких, поэтому после их кончины усадьба перешла в полное ее владение. Во время революции здание было разграблено и частично разрушено, а после 70-х годов здание отдали под общеобразовательную школу. С осени 2004 года здание не эксплуатируется. Предположительно, его оставили без внимания из-за недостатка финансирования, но у местных жителей есть другая версия. Еще со времен, когда в здании располагалась общеобразовательная школа, не смолкают легенды о поистине невероятных вещах, которые тут происходили. Вот она, та самая усадьба. Даже не верится, что здесь когда-то было семейное гнездышко. Проходили вечера, приемы. А сейчас нас встречает холод голых полуразрушенных стен. Думаю, стоит заглянуть внутрь. Кто знает, может и нам удастся познакомиться с хозяйкой дома. Какие тайны хранят эти стены и какие легенды ходят о некогда богатой барской усадьбе? Надежда Баева, учительница той самой школы, которая располагалась здесь ранее, может быть, как никто другой, знает все не понаслышке. Она проработала здесь много лет. Обратите внимание вот на этот крюк. Вот здесь висела одна единственная лампочка, здесь стояли стеллажи, и на стеллажах висели таблицы, все, больше ничего. Мы сидели в высоком классе, все дети ушли, а мы сидели с учителями. И вдруг услышали, а туда чуть подальше учительской, там сидели учителя, и вдруг мы услышали просто шум такой. Такое ощущение было, что люстра хрустальная врезет и разбилась, и рассыпалась. Если бы это один человек слышал, но было у нас 8 человек. Мы забежали все сюда, а здесь кроме лампочки одной ничего не висело, то есть разбиться нечему было. И потом старожилы рассказывали, что вот здесь, на этом крюке, висела огромная хрустальная люстра. Люстра сейчас здесь не висит, так же, как не звучит здесь музыка и не раздаются детские голоса. Это заброшенное и, кажется, всеми забытое здание стало просто памятным местом, которое хранит свою тайну. Его, как и всю историю Екатерины Максимилиановны, отодвинули на потом, забыли, сделали молчаливым свидетелем прошедшей эпохи.
людям свойственно забывать о призраках прошлого. Верить или нет в то, что в этом доме и впрямь гуляет призрак баронессы, дело лично каждого. Однако нам так и не удалось убедиться в его существовании. И все же в этом доме есть что-то мистическое. А вот и еще одна нераскрытая тайна. Крестьяне, служившие в доме Екатерины Максимiliaновны, поговаривали, будто бы баронесса могла незаметно перемещаться из одной части усадьбы в другую. Они предполагали, что происходило это с помощью потайных ходов, расположенных в подвалах дома. Сегодня краеведы утверждают, что именно в подвалах и потайных ходах и находятся бесследно исчезнувшие сокровища Перси Френч. Кладоискателей, желающих стать обладателями этих самых сокровищ, было множество. Однако еще ни одна попытка отыскать что-то ценное не увенчалась успехом. Утверждать, что сокровища Перси Френч действительно сохранились до наших дней, нельзя, но абсолютно точно известно, что состояние последней из рода Киндяковых оценивалось в 50 миллионов рублей. Если переводить на нынешние деньги, это почти $1 миллиард. Сумма довольно немаленькая. Только в Ирландии после смерти отца она унаследовала родовой замок Моневой, а в Симбирской губернии 8 имений. В общей сложности более 13 тысяч десятин земли и около 8 тысяч десятин леса. Богатства у них, безусловно, были. Часть из них после революции 1917 года, особенно вот из Видновки, Киндяковки рядом с Симбирском, которая, в общем, находилась, они были свезены в ее дом. Но очень большая часть была разграблена либо уничтожена, поэтому трудно сказать, удалось ли ей что-то где-то спрятать, там, куда-то зарыть и так далее. Не знаю, честно говоря. Это было ужасное время для нее. Я думаю, она была поражена невежеством людей, которые делали все, чтобы разрушить абсолютно все, чем она жила, все, что у нее было. И поэтому я думаю, что у нее не было времени, чтобы что-то спрятать. Она стала уходить слишком поздно, чтобы сделать что-то для самой себя. Конечно, доподлинно неизвестно, существовали или нет спрятанные сокровища Перси Френч. Во всяком случае, за долгие годы их так и не нашли. Хотя город Симбирск кладами был богат, и в 70-е и 80-е годы, когда город интенсивно реконструировался, сносилось множество старинных зданий, и целые улицы шли под снос, клады находили частенько. Лет 35 тому назад я работал начальником Ленинского РОВД города Ульяновска. И вот, по-моему, в 80-м или 81-м году поступил звонок нам в РОВД, что на территории строящихся зданий высшей школы летной подготовки обнаружен клад золотых монет. В общем, клад был приличный, я так вот в руках держал, вот пригоршню такую золотых монет, нормально. И второй клад, я его не видел, я был или в отпуске, или куда-то уезжал, только мне докладывали.
Вот примерно на Гагарина, где вот сейчас поликлиника новая, Орлова и Гагарин. Вот здесь вот были дома такие деревянные. И когда эти дома вот сначала разбирали, там тоже нашли клад. Но там клад уже не монетный, а клад драгоценности. Разные броши, ожерелья, даже такие бриллиантовые, видим, женские вот украшения и прочее, прочее. Также все может быть, что и принадлежит этот клад как раз этой даме. А еще одна загадка Перси Френч связана, как ни странно, со знаменитым агентом британской разведки Джеймсом Бондом. Bond. James Bond. Точнее, его реальным, историческим прототипом. Мало кто знает, что человек, с которого писал своего героя Ян Флеминг, существовал в действительности в начале эпохи. Это был сотрудник британской разведки Конрад О'Брайен Френч, троюродный брат нашей героини. Практически неизвестны детали неожиданного освобождения Екатерины Перси Френч из застенков ВЧК, в которые она попала сразу после революции. Но по одной из версий, ее помог освободить влиятельный родственник, будущий реальный агент 007. В декабре 1918 года Екатерину арестовали, а после перевезли в московскую тюрьму. Положение ее было отчаянным, как, впрочем, и у всех оказавшихся в пролетарской тюрьме представителей Старого мира. Ее судьба повисла на волоске, но именно здесь произошла очередная история, на которой так богата была жизнь знаменитой симбирянки. Екатерину Максимилиановну неожиданно выпускают из тюрьмы. Без повода и объяснения причины. Что это было? Судьба, счастливый случай или вмешательство высших сил? Есть основания полагать, что в освобождении Перси Френч вмешался кто-то влиятельный. Но кто? Есть версия о том, что это был Конрад О'Брайен Френч, военный, полиглот, разведчик, альпинист и политик. Конрад О'Брайен не был в России в это время. Когда она была в московской тюрьме, в ужасном состоянии, ей удалось связаться с Петерсом, который понимал ее английский. Она поделилась с ним своим гневом и спокойствием и объяснила ему, кто она такая и так далее. Через 2 дня она была освобождена без каких-либо объяснений и извинений. Выходит, ее спас не Конрад. И все же благодаря кому Екатерина Перси Френч оказалась на свободе? По другой версии, приказ о ее освобождении исходил лично от Якова Петерса, известного чекиста и одного из основателей ВЧК. Неизвестно, что стало причиной для вмешательства в это дело видного политического деятеля, однако факт остается фактом. За день до освобождения Перси Френч именно Петерс спускался к ней в камеру для личного разговора. Информация об этом разговоре была строго засекречена, но уже на следующее утро Екатерина была освобождена. На самом деле, не столь уж и важно, кто именно спас Екатерину Перси Френч, куда делись ее несметные сокровища и действительно ли бродит ее призрак в заброшенном доме в Теренгульском районе. Важнее другое.
Удивительная личность удивительной женщины, тайна, которая не дает покоя исследователям до сей поры. Существует такая закономерность: чем интереснее личность, тем загадочнее ее история. В истории Симбирска известно немало великих имен. Одним воздвигают памятники, судьбы других изучают на уроках истории и литературы в школе. Но Екатерина Перси Френч была, пожалуй, одной из самых интересных представительниц уходящей эпохи. Она ушла вместе с Великой Российской империей. На ней закончилась эра царской России. На ней закончился и великий род Киндяковых, неотделимый от великой истории. Может, когда-нибудь кто-то и сможет разгадать все тайны Перси Френч, но до сих пор она остается самой загадочной и удивительной женщиной в истории Симбирска, последней из рода Киндяковых.